Всем привет! В этом видеоролике будет продолжение про муравьев вида Neoponera velosa. Недавно ко мне приехало 3 матки этого вида. Они не оплодотворенные. Я собираюсь провести эксперимент, целью которого будет получение оплодотворенных маток. Конечно, не факт, что он будет успешным, но попытаться стоит. Для эксперимента мне понадобится минимум 2 матки. И для начала мне нужны самцы. Поэтому я прикупил два вот таких формикария, чтобы туда заселить маток от компании Mayans под названием Panarin House. Они идеально подходят для данного вида. Муравьи из тропиков и формикарии имеют гипсовые гнезда, которые очень хорошо держат влагу. Также просторную арену, на которую я насыпаю кокосовый субстрат. Также размещаю вот такие поилки с сиропом и с водой. Оба формикария пронумерованы. Ну и можно запускать первую матку. Те же самые действия я проделываю и со вторым формикарием. Напомню, что условия у обоих маток одинаковые. При заселении в формикарии ни у первой, ни у второй матки яиц не было. Матки покинули пробирки, и можно их достать из формикария. Пока что матки просто обследуют новую территорию. Итак, матки заселены. Остается только кормить их, наблюдать и надеяться на появление первых яиц. Так прошла примерно 1,5 недели, и у маток появились первые яйца. Вот посмотрите, матка держит парочку яиц у себя в мандибулах. Поначалу матки сидели долго на арене, и как я понял, они ждали самцов. У маток попросту не было инстинкта искать себе укромное место, чтобы отложить первые яйца и выводить первое поколение рабочих. Они просто сидели на арене и ждали чего-то. Тем не менее, яйца они откладывали, и также неожиданно их и съедали. Но позже ситуация изменилась. Как видите, матка таскается по арене с яйцами и не знает, куда их деть. А вот ситуация у первой матки чуть-чуть по-другому. Она отложила яйца в гнезде. Поначалу я подумал, что это случайность, но матка ухаживала за яйцами, трогала их усиками и переносила. А это значит, что за яйцами она ухаживает. По какой-то причине матки поначалу вели себя по-разному. Одна матка сразу ухаживала за расплодом, а вторая же нет. Плюс вторая откладывала яйца и уже на следующий день их съедала. А вот первая, наоборот, имела очень хороший аппетит и с удовольствием поедала все, что я ей предложу. Итак, на этом пока что эксперимент останавливается. Сейчас нужно ждать появления личинок, затем коконов и уже потом смотреть, что оттуда выйдет. На этом все. Всем пока.